Приветик, ребята! Сегодня мы поговорим о углеводах, о наших любимых, вкусных и желанных углеводах. Что такое углеводы, какая роль углеводов в нашем питании, какие углеводы полезные, а какие лучше исключить из нашего рациона для эффективного похудения. Все это вы узнаете в этом ролике. Начнем? Углеводы в продуктах содержатся совершенно разные, и не все они одинаково вредны для нас. Более того, они просто необходимы для нашего организма. Из углеводов наш организм получает основное количество энергии для повседневной жизнедеятельности – около 50-60%. Углеводы облегчают усвоение белков и способствуют полному окислению жиров в организме. Также этот компонент просто необходим для нормального обмена веществ, работы наших мышц, нашей печени, нервной и сердечно-сосудистой системы. Энергообмен мозга осуществляется почти исключительно глюкозой. При усвоении углеводы поддерживают постоянный уровень глюкозы в крови. Основные углеводы в питании человека содержатся именно в растительной пище, только лактоза и гликоген содержатся в продуктах животного происхождения. Медленными или быстрыми углеводы называются за счет своей скорости переработки в глюкозу, а за переработку отвечает инсулин. Проще говоря, если человек желает похудеть, то ему достаточно просто сократить простые углеводы в своем питании. Они просто моментально усваиваются и поднимают уровень глюкозы в вашей крови. Определить, медленные это углеводы или быстрые, поможет вам гликемический индекс. Он показывает, с какой скоростью растет уровень сахара в вашей крови после съеденного углевода. Чем выше скорость, тем выше гликемический индекс и тем быстрее углевод. Вряд ли вы запомните гликемический индекс каждого продукта, поэтому важно будет знать основные источники быстрых и медленных углеводов, чтобы вам легче было ориентироваться в магазинах. Простые углеводы, или их еще называют быстрыми, это те, которые быстрее всего усваиваются и не дают нам особого чувства насыщения. Вы их найдете в меде, в сахаре, варенье, сиропах, газированных напитках, кондитерских изделиях, белом хлебе и сладких фруктах. Далее идут сложные углеводы, или их еще называют медленные, которые дают нам чувство насыщения. Это крупы, макароны, горох, чечевица, фасоль, свекла, картофель, морковь, тыква, злаки и цельнозерновой хлеб. Также я бы еще добавила пищевые волокна, которые очень полезны для нашего пищеварения. Вы их найдете в овощах и овощных соках, в отрубях, зелени, диком рисе и хлебцах. Разрабатывая свою индивидуальную программу питания, учитывайте свои особенности. Сколько вы потребляете углеводов, это очень индивидуально. Правильное количество углеводов зависит от многих вещей. Во-первых, есть ли у вас активность в жизни, какой скорости у вас метаболизм, какая еда дает вам энергии и чувство насыщения, какая еда наоборот забирает у вас много сил и после нее вы чувствуете себя уставшими. Лично я бы советовала вам потреблять от 3 до 5 грамм углеводов на 1 килограмм вашего существующего веса. Но опять же повторюсь, что все зависит от ваших тренировок, и чем интенсивнее ваши тренировки, тем больше вам необходимо потреблять углеводов. Более подробно вы сможете просчитать, сколько необходимо лично вам углеводов в этом видео о белках, жирах и углеводах в сутки. Естественно, бывают случаи, когда спортсмены перед соревнованиями или просто девушки, которые жаждут быстрого результата, потребляют в сутки от 50 до 100 грамм углеводов. Естественно, нам, девушкам, которые берегут свое здоровье, это совсем не нужно. Лучше медленно и уверенно идти к своей цели, а не просто потом набрать 10 килограмм за неделю. При избыточном потреблении углеводов и низких энергозатратах именно углеводы ведут к образованию лишних жировых отложений. Каждые 100 грамм углеводов, которые были не расходованы какой-то активностью на тренировках, превращаются в 30 грамм жира, которые откладываются у нас на талии, бедрах и ягодицах. Избыток углеводов в нашем питании приводит к ожирению, к нарушению обмена веществ, повышению холестерина и к развитию диабета. Здоровое питание, правильное питание, о котором я вам так часто говорю, подразумевает собой потребление всех необходимых веществ человеку. Недостаток каких-либо веществ в вашем питании может отрицательно сказаться на вашем
вашем здоровье. Если вы следите за вашим здоровьем и желаете получать больше энергии и больше полезных веществ от углеводов, то выбирайте медленные углеводы. Ну что ж, у меня на сегодня все. И, пожалуйста, не бойтесь углеводов, а лучше внимательно относитесь к ценности и к качеству вашей пищи. Все-таки мы то, что мы едим. И лучше уж быть стройной морковочкой, чем жирным гамбургером. Спасибо вам большое за внимание. Всем удачи, здоровья и пока-пока.